berries. Меню, пожалуйста, нормально. Вообще-то я видео снимаю. Так что мне теперь язык в жопу засунуть? Это часть атмосферы. Вообще такую выгнать из дому, чем прокормить и одеть. Нет, здесь какой-то красивый. Алло. Это снова я, и мне снова нужны деньги. Надя, молодая особь, помешана на съемке видео, создании контента. Алло, да? Анжела Чик-Чирикина уже выезжает, сейчас буду скоро. День, сумка не подходит. Не знаю, что это за бренд. Это бренд Это, мне кажется, что-то французское. Еще раз нормально спрашиваю, где ты видела жаб? Вверху. Идем с трусами, с косметикой, умытые, переодетые. Покорим этот город, разорвем его в клочья. Колдуем на хорошую погоду, чтобы было солнечно. Два с половиной часа лету с Варшавы, и мы в Париже. И мы в тумане. Туман. Я колдовала на погоду. Ну, не наколдовала. Ты не туда колдовала. Туман. Туман, ну ничего. Я думаю, распогодится. Меня сейчас больше волнует, почему мы так долго ждем чемодан. Главное, чтобы его не потеряли, потому что у нас там все сокровища. Конечно, блин. Если чемодана не будет, то можно ехать обратно. Зато будет повод пойти в кафе и выпить опероль. Да, и мыться тоже придется в кафе мылом, которое там есть, потому что мы остались без косметики, если что. Я думаю, с таким подходом, как мы оставили сейчас нашу ручную кладь, мы и без нее можем остаться. Есть вероятность. Мои кадры, как я чемодан тащу наш общий. Ну что, друзья, мы не потеряли чемодан. Это, между прочим, наш общий чемодан. Ах, не потеряли, все. Будем с трусами, с косметикой, умытые, переодетые. Покорим этот город, разорвем его в клочья. Грация вошла в чат. We have reservation. Thank you. All right, so you booked a double classic and you've been graciously upgraded to a queen room, Yes. which is not ready now though. What time? 3 p.m. 3 is p.m. the official temperature lounge as Okay. well. Where can we leave our luggage? I will look after them. Okay. 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 And then as soon as the room is ready, we will put the luggage in the room. Okay. Then if you В отель нас не заселили, так как заселение было только с 2 часов дня. Поэтому, переодевшись в туалете, мы отправились гулять улочками Парижа в поисках приключений. Но сначала, конечно же, еды. Кушать мы идем. Кушать, пить, А потом по магазинам. Разлагаться.
Морские улитки будем есть? Улитки обязательно, 2 порции. Ты уверена, что 2? Да, потому что их там штучек 12. А, нет, но это не эскарго, а морские моллюски. Нет, Подаются эскарго. холодными соусом, это не те. Эскарго, пожалуйста. Сырные гужеры, небольшие заварные булочки с сыром, комти внутри, воздушные, солоноватые. Ты говорила, тут тартар вкусный. Да, тартар вкусный. И бычий цепень большой вот такой в тартаре. Так, мы будем 2 апероля. Есть улитки и эскарго есть. Эскарго и, пожалуйста, Тартар. тартар. Алло, алло, прием, прием. Алло, это снова я, и мне снова нужны деньги. Добрый вечер. Извините, у меня тут немножко постанова, я просто Надя позирует на другую камеру. Блин, мне Мы кажется... еще пить не начинали. Мне кажется, что меня вот те 2 бокала апероля до сих пор держат. А может, я просто сонная, оно все наложилось? Может быть. Меня уже попустило. Но сейчас опять накроет. Накроет, укроет, закроет. Ну, чтобы мы не закрыли в полицейском участке. А это была бы интересная история. Блин. Надеюсь, какой-то красивый полицейский. День добрый или вечер добрый. Приходите в наш номер. Рум-тур. Давай, заходи. Это спальное место? Нет. Это место для тех, кто плохо себя ведет. Это будет ночью наказан. Хозяйка. Мы поменяли номер, кстати, на кровать с king size. Но, честно сказать, не знаю, обычная кровать. Не вижу в ней king size вообще абсолютно. А вообще номер классный, очень большая площадь. И прикольная душевая. Я предполагаю, что нас поселили на чердачке. Ну, вполне возможно. Мы будем 2 Карлсона на чердаке. Ну, очень милый номер. И реально по французским меркам он большой. Очень девчачий. Поэтому у нас сейчас будут девчачьи процедуры. Может, я буду настоящей? Так, будь настоящий. Утро не задалось, сумки нет. Я сегодня не милая кошечка с утра. Может быть, попозже я буду более милой в кадре. Сейчас, честно, как есть. День, сумка не подходит. А у меня прекрасное настроение. 2-й день в Париже. В планах много шопинга, много апероля. Это лишь бы шопинг делать. Шопинг, 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 шопинг. Но почему нет? Ну что я сюда приехала? Я ж не только приехала смотреть достопримечательности, я приехала шопиться сюда. Достопримечательности мы еще, если что, не видели. И купим тебе сегодня сумку. А мне не нужна сумка. Не представляете, целое утро она кричала, что ей нужна сумка, 2 часа собиралась. Нет, просто та, которая у сумка меня есть, ей не просто подходит. та, которая есть, не подходит. Это не проблема в том, что мне нужна сумка. У меня дома есть сумки. Дома Проблема у меня в том, что есть подходящая всегда сумка. что-то где-то не подходит. А еще нет маленькой сумочки. Угу. Маленькой сумочки Шанель, которая всралась мне за такие деньги. Наш
Наше утро мы начали с Люксембургского сада. Это излюбленное место отдыха парижан и туристов. Он был создан по инициативе королевы Марии Медичи в 1612 году и сейчас занимает площадь 25 гектаров. В Люксембургском саду можно прекрасно провести время, любуясь красивым дворцом и водоемами с фонтанами. Здесь находится большой фруктовый сад, пасека, оранжерея, розарий и 106 статуй, разбросанных по всему парку, в частности скульптура Марии Медичи и статуя Свободы. Парижане и гости столицы выбирают Люксембургский сад для семейных пикников, романтических прогулок и чтения книг. На обширных лужайках в хорошую погоду всегда много отдыхающих. Всем привет, меня зовут Анжелика. Я похитила Надину камеру, и сегодня я буду снимать блог про Надину жизнь. Обычно вы видите все от ее первого лица, сегодня вы будете все видеть моими глазами. Я вам покажу изнанку, покажу, как по-настоящему выглядит ваша Надя. Надя – молодая особь, помешана на съемке видео, создании контента. Тревожница, которая не может спокойно жить, если пройдет мимо какого-то красивого дома, красивой локации и не покажет ее вам. Я показываю изнанку. Обычно ты все снимаешь своими глазами, а сегодня я покажу закулисье, как по-настоящему выглядит Надя, чем она живет. Она сейчас живет 3 пешколями. Как она выглядит не с самого удачного ракурса. Вот так. Вот, знакомьтесь, ваша Надя. Поправь волосы. Ну, обычно, вот, смотрите, видите, как у нее волосы только что лежали? А в жизни, в обычной, вы никогда не увидите на фото ее с вот такой дыркой на спине. Потому что она 10 раз поправит свои волосы, расчешет, пересмотрит со стороны, как они выглядят. А я снимаю, как есть наживо. Видите эту дырку на спине? Ну, это уникальные кадры. Обычно вы не увидите ее с такой дыркой на спине. Sorry, I don't know how it must be. Так что, вареник все? Вареник, все, съели вареник, ты опоздала. Эта женщина пытается найти себе новую сумку. Я не пытаюсь, я просто зашла посмотреть. У меня нет необходимости покупать новую сумку. Конечно, ты просто забрала мою. Потому что ты попросила на тест-драйв мою. Можешь ходить с 2, хочешь вернуть тебя, ходи с 2 сумками. Я, конечно, боюсь спросить, куда такая королева собралась? Женщина, вы куда собрались? Что ты скажешь? Мне кажется, мне что-то есть какая-то изюминка. Не знаю, платье как платье, а в фигуре есть изюминка. Секси-кошка. Не, ну вот скажите, друзья, делитесь в комментариях. По-моему, ей очень красиво в этом платье. Когда вы поделитесь, я уже сделаю выбор. Ну, да. Но в любом Она случае... красиво. Тут видишь, если ты подъела тартара, выпила апероль, вот эта складочка, она все скрывает. Ева Лонгория. Платье за 60 евро. Покоренный Каннский фестиваль. Сегодня я буду Евой Лонгорией, которая будет покорять Эльфлеву башню. Что делаешь?
Ничего. Просто живешь эту жизнь. Живу, прожигаю. Прожигаешь? Денежки трачу. А что люди вообще идут на Денежки красный свет? тратишь. Ты пока что денежки, давай признаемся честно, второй день только на тартар Я- тратишь. Если потрачу, то один раз и конкретно. Знаете, мне не надо много и по чуть-чуть. Надо один раз и конкретно. Да, так, чтобы потом просто муж тебя из дому выгнал. Куда он денется? Посмотрите, какая богиня, какая красивая. Конечно, на это деньги нужны. Что такое выгнать из дома? Действительно. Вообще Ты микрофон. знаешь, где проще такую выгнать из дому, чем прокормить и одеть. Тут я соглашусь. Смотри другую. В руках носишь. А тут ты, блин, себе камеру засунула, пауэрбанк засунула, зонтик поставила, расческу, косметику. И ходишь, у тебя все влазит, понимаешь? Мне кажется, что она очень классная. Я вот прям полюбила ее за эти полдня. Ну а тебе какая больше нравится? И та красивая. I want to create new account. But Create a new account? Yes, Okay, I it's get my your first. keys first. Maybe I'm right. А мне не нужна сумка. Маленькая сумочка Шанель, которая всралась мне за такие деньги. И нет необходимости покупать новую сумку. Всем привет! Мы это сделали. Возможно, сегодня я совершила очередную ошибку в своей жизни. А я нет, я рада. Утром я надела каблуки, мне сегодня тесно. Потом я купила сумку. Короче, чтобы вы понимали, я купила такую сумку, как у нее, а она купила такую сумку, как у меня. Она хейтила мою сумку, говорила, что я бы в жизни не купила. Я не хейтила. Боже, плохо, что я не У меня записывала. память так. короткая. Ну, я не скрываю этого. Как у рыбки. С покупочками нас. Ура! Это что это за бренд? Так, у нас очковый шопинг. У меня Миу-Миу. Или Миу-Миу, как они там говорят. Анжелики. Миу-Миу, Миу-Миу. Бали. До этого было всегда Бали, а потом стало вдруг Бали. Стоп. Что у тебя за очки? Поэтому Миу-Миу это от создателей Бали. Я не знаю, что это за бренд. Это бренд No Wow. No Wow. Это, мне кажется, что-то французское. Я не Мне знаю, что это мои такое. очень нравятся. Прям они, мне кажется, созданы для меня. Твои тоже красивые. Боже мой. Вечером нас ждал потрясающий ужин в кафе с видом на Эйфелеву башню. Столик тут нужно бронировать заранее, и если хотите столик на террасе, то обязательно указать, что именно на террасе. Чек на человека тут достаточно высокий, но и вид соответствует. Бытует такое правило, что видовые рестораны чаще всего это просто видовые рестораны, и кухня в таких ресторанах может не соответствовать цене. Но тут наши ожидания превзошли реальность. Все блюда были максимально вкусные, прекрасное обслуживание, ну и, согласитесь, вид мечты.
Если вы захотите красивые вечерние фотографии с Эйфелевой башней, то рекомендую их сделать именно тут. 25 евро за любые 3 фото, и вам сразу перекидывают их на ваш гаджет. Но согласитесь, что вышло потрясающе. Сам себя ты так не сфотографируешь, а эти ребята точно знают толк. Как настоящий турист, традиционно. Thank you. Thank you, baby. So, where come from? Okay. That's good. Thank you. Bye. Что, купила башенку? Еще брелочек не выложил. 2. Бонжур, дорогие! Это 3-й день путешествия по Парижу. Сегодня мы с моей дорогой подружкой Надей едем в новый район, смотреть на новых людей, пробовать новые круассаны. А мы вообще, кстати, ни одного круассана не были. Я не хочу в этом образе быть. Всё. Пока. Это случилось. Не прошло и полгода. Кто-то сходил в туалет. День 3. Мы вышли с номера. Я сегодня хотела одеться как городская сумасшедшая. Я люблю быть, знаете, такой экстравагантной. Да? Но побыв с Надей несколько дней, я чувствую, что скоро, в бальном платье начну, на улицу выходить. Ну, прям. Потихоньку превращаюсь в блеск. Уже такой купила, как у нее. Вчера губы намазала, мне понравилось. Пришлось купить. Сумку, купила, как у нее. Ну, я тоже от тебя, видишь, далеко не отстаю. В своем пальто. Конечно, далеко не отстаешь. У тебя еще 3 сумки дома таких, как у меня. Отставалка. Может, как у меня? Ну, давай посчитаем. 50 на 50. 50 на 50, все по-честному. Ботегу я купила первая, Мгм. Бalenciaga я купила первая. Мгм. А я купила Шанель Луи. А, ключик. Да. Поэтому реально 50 на 50, все по-честному. Во. Вызывай такси давай. Такси. Да. Давай сделаем фото. Вот так всегда. Давай сделаем фото, давай снимем рилс. И так абсолютно каждый день. В смысле? Какое такси, блин? А, Ой, на улице сегодня свежо. А, подожди. Надо мы просто идем сказать. сейчас за Мы- камерой. Да, я теперь тоже хочу такую камеру, хочу снимать. Она такую классную картинку делает, Мгм. короче. У меня дома есть GoPro, у меня дома есть Но ей нужна микрофон. DJI. Я хочу теперь DJI. такую. Кстати, Подожди, ребята, куда реально ты? классная камера. DJI. Pocket Не Mini. делай рекламу, они тебе не заплатили. А Мы не вдруг? скажем вам, что это за камера. Не говори, не говори. Хорошо. После покупки камеры мы отправились на Монмартр, округ Парижа и одна из исторически значимых частей города. Здесь находится несколько главных достопримечательностей: Мулен Руж, собор Сакрé-Кёр и Стена Любви. Базилика Сакрé-Кёр – священное сердце Франции, истинная жемчужина в короне одного из самых известных районов Парижа. Сейчас уже сложно представить их по отдельности. Величественный символ консервативного морального порядка Сакрé-Кёр и творческий, ветреный, немного разгульный современный Монмартр. Они дополняют друг друга, создавая вокруг себя и сочетая атмосферу благословенного спокойствия и очарования бурной жизни.
Храм Сакрэ-Кёр столицы Франции считается одной из знаковых и самых узнаваемых в стране церквей. По популярности посещений этот религиозный памятник можно сравнить только с собором Парижской Богоматери. И несмотря на субъективное мнение парижан о том, что Сакрэ-Кёр не хватает красоты и загадочности Нотр-Дам-де-Пари или Сан-Шапель, более миллиона туристов и ежегодно стремятся попасть на знаменитый холм Монмартр, чтобы воочию увидеть это сакральное место. Так, свежий тартар, Тартара мы уже улитки, объелись. улитки, утка конфи, салаты мы не едим. Мы будем сегодня на обед луковый суп. Мы приехали в Париж еще Это ни что, разу. все? Переведи мне все меню, пожалуйста, нормально. Вообще-то я видео снимаю. Так что мне теперь язык в жопу засунуть? Это часть атмосферы. Получишь. Это часть неотъемлемая. Мне муж так не делает. Мне муж так не делает. Ну, отлично. Муж так не делает. Мы будем... Я тоже не все делаю, то, что тебе делает муж, слава богу. Понимаешь? Что мне делает муж, что ты не делаешь? Я не буду говорить, потому что у тебя скромный блог, но это вот. Что мне скромно? Я делаю то, что не делает твой муж. Твой муж делает то, что не делаю я. Вот и сложился пазлик. Я хотела сказать, что мы будем луковый суп, улитки Ты решила, да, за нас и двоих? лягушачьи лапки, да. Потому что мы 2 дня или 3 уже едим тартар. Нужно менять что-то в этой жизни. Конечно, это у нас уже 100% Гуччи цепи. Так, сыры. Сырная тарелка, бри. Вот это, может, не так. Что тут был вкусный такой сыр с плесенью, мягкий такой. Вчера тебе принесли в этом дорогущем ресторане, я не буду называть даже цену, страшно произносить. Ты весь сыр съела там? Ну, блин, извините, я Ты заказываешь, съела ни тарелку черта не ризотто. ешь. Я съела тарелку ризотто. Я зачем съела тебе это тот сыр был? мясо, как оно там называлось. Я жабу увидела. Это тебе ответочка. Рядом. Хорошо. Подожди, тебе еще прилетит, Надь. Только в затылок. Ты знать не будешь, гонит. Не надо мне волосы свои в лицо. Иди отсюда. Пересядь туда. Все. Конец дружбы. Жабу она рядом увидела. Назвала. Ты курица. Общипанная. Ты меня Я бы жабой не назвала? сказала, что я общипанная. Очень даже... Да? Это вопрос времени. Очень даже Сейчас будешь общипанная. Очень даже прищипанная. Прищипанная, причпокнутая. Еще раз нормально спрашиваю, где ты видела жаб? Вверху. Что я на? Да ешь уже свой суп, господи. Помолчи хоть 5 минут. Ешь, рот не закрывается. Я с тобой больше не разговариваю. Придется, фотографии захочешь. На самом деле, сколько я не пробовала луковый суп в Париже, я не могу сказать, что это прям сильно вкусно. Ну, на самом деле. Обычно тут эти гренки плавают. Тут они тоже плавают. Но сам суп очень насыщенный вкус. Мне кажется, он так постоял несколько дней, чтобы стал таким луковым. Потому что иногда выносят просто суп. Ощущение, что его только сварили, лук не успел настояться, и нету этого вкусного лукового вкуса. Этот взгляд. Очки сними, они у тебя не запотели? Я привела ее в место, где в ее эстетических глазах полопаются сосуды. Как она четко подметила, боже, я не могу. Обувь для неформала. Ну, раньше это было для всяких панков, короче. А сейчас
такую обувь выбирают модные девочки, стильные. Это гранж. Я люблю необычные образы, странненькие немножко, экстравагантные, дерзкие. Гранж мне нравится тоже. Вот это как раз, мне кажется, про меня. Я просто задумала такой интересный образ. Завтра мы едем в Этрету. Там будет земля, трава, пляж. Я не сильно хочу, чтобы земля глотала каблуки. И, короче, я хочу какую-то удобную, прикольную обувь. У меня есть в голове образ интересный. Короче, такие ботинки. Я хотела, конечно, грубее, чтобы платформа была выше, голенище было выше, но нет. Померю эти. Вот. И какое-то очень женственное, нежное платье. Короче, буду такая странная немножко, но нежная, красивая. Короче, мне в Заре нужно выбрать образ на завтра. Да, я так собиралась в дорогу, что, представляете, нечего одеть. Обычное дело. Короче, и это Надюшка, красотушка, милашка. Стоит со мной тут уже 2 часа, ходит, меряет, молчит, ничего не говорит. И знаете что? Как это навести вниз? Бля, не туда. Блин, вырежешь потом. Просто. Вы понимаете, что такое дружба? Что вы думали, девочки? Как каштанка, как примерочный. Я уже сняла обувь, потому что все, приплыли уже. У нас 5 утра. Ну, такой что она и добрая. Стала как из гроба. Ну, посмотрите, с таких вчерашних. Нету их посмотреть. Все так с гроба вставали. Смотри. как она. Смотри, уже все раскрутилось. Мы отправляемся в Этрет. Сейчас нас ждет такси. Да, И мне дальше- кажется, что он уже не ждет, он уже уехал, блин, сам. Дальше поезд. Если вы хотите увидеть знаменитые скалы Этрета, доехать туда из Парижа довольно просто. Для начала вам нужно купить билет на поезд на этом сайте до города Гавр. Далее приехать на железнодорожный вокзал Парижа. Оттуда отправляться поезда в Нормандию. И примерно через 2 часа вы уже будете в Гавре. Дальше до Этрета можно добраться разными способами, но мы выбрали самый простой. Взяли такси примерно за 60 евро и уже совсем скоро увидели знаменитые скалы. Тот случай, когда просто вау, да? С первого взгляда. Вон эту дырку в скале видно нам. Мне тут везде дырки в скале. Сильная, независимая женщина плачет у окна или тащит чемодан одной из двух. Она для видео специально. Обычно я этот чемодан тащу. Надь, ты знаешь, у меня неловкое положение. Они думают, вот эта подруга тварь. Вместо того, чтобы помочь, снимает. Смотри, ушла. Это же она меня попросила, сказала, сними меня. Для себя мы выбрали Dormy House, отель, расположенный прямо на скалах Этрета, с потрясающим панорамным видом на море и знаменитые утесы. Отель окружен обширными садами площадью в 4 гектара, имеет прямой доступ к пляжу Этрета. А гостям предлагаются комфортабельные номера, многие из которых имеют вид на море или сады. Рядом находятся знаменитые скалы Этрета и центр города.
Привет, это мы снова, Надя и Анжела. Значит, у нас одинаковые камеры, у нас одинаковые зонтики. Покажи, у нас одинаковые сумки. Я не знаю, что еще у нас одинаковое. Ну, вчера женщина пришла и сказала, вы твинсы? Да, вы твинс, заходит такая в кафе, останавливается такая. А you twins? Да, No. сладкая парочка Твикс. Это вот мы. Белоснежные скалы, причудливые природные арки и гроты, закаты над Ла-Маншем – это все Этрета. Одна из главных достопримечательностей Нормандии на севере Франции. И пусть это место довольно популярно, посетить его стоит хотя бы ради того, чтобы вживую увидеть те самые живописные скалы и причудливые природные арки, которые вдохновляли Клода Моне. На поездку в Этрета желательно заложить весь день, чтобы была возможность прогуляться к аркам, увидеть знаменитые сады Этрета, насладиться пейзажами, отведать морской еды и встретить закат. Сама деревня расположена внизу у моря вдоль пляжа, а тропа к скалам тянется в гору довольно долго и высоко, поэтому за пару часов ты точно не успеешь насладиться этим местом по полной. Что касается садов Этрета, то тут нам немного не повезло. Они были закрыты и открывались для посещения всего через несколько дней. Короче, Встретили его, он тут живет сейчас. Если вы не мы знали, зашли приезжайте. погреться. Спасибо, что ты сделал. Я даю изюминку твоему видео. Мы зашли погреться, это одно из самых лучших заведений. Надя тут уже когда-то бывала, привела меня сюда, говорит, я тебе поедем в Этрету, поеду в такое место, тут такие мидии вкусные, таких мидий просто нигде я вкуснее никогда не ела. Мы сюда пришли, но сейчас еще не 12, кухня открывается в 12, еще час 15, уже, наверное, где-то час 05 остался. Мы выпьем апероль и потом вернемся сюда. Хотя есть вероятность Не, я того, думаю, что что мы будет тут- еще по одному аперолю, и мы И мы дождемся 12 часов. пошли просто повар на кухне там. Смотри, тут есть крабовый и рыбный суп. И мы кушали вкусно, реально очень. Я жду, чтобы дождь закончился. Хочу сделать красивые фотографии на берегу. Ты расстроена, что сады не работают? Ну, типа, да, но не сильно, ну что. Ну что? Хотела вам оставить локацию вкусного ресторана, но, увы, делать этого не буду, так как этот ресторан разочаровал. За 2 года, которые я тут не была, он успел знатно испортиться. Об этом даже говорит его оценка в Google. Мидии были совершенно невкусные. Что вы вообще знаете о желании сделать красивую фотографию? Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Ну, вы, в принципе, поняли. Тут очень-очень холодно. Не холодно, мало. В Холодно. здоровом теле здоровый дух. Иди ныряй, пожалуйста. Голая спина. Господи, боже мой. Что не сделаешь ради подруги, а? И пофоткаешь ее красиво. И на каблуках в гальку наступишь. Ага, да-да. Вы что думаете? В моих представлениях наша прогулка должна была выглядеть примерно вот с такими пейзажами. Но погода внесла свои коррективы. Чтобы вы понимали, короче, я в своих бойцовских сапогах и Надя в своих бойцовских каблуках просто преодолела путь, но не целиком еще. Мне еще в гору подниматься в этих каблуках, Надь. Самый дурной поступок в моей жизни. Я вообще не ходила на А как же сидеть на краю водопада Виктория? Да, память короткая. Я предупреждала. Я это вот первый раз в жизни, в своей жизни, я 4 дня подряд хожу на каблуках. Я за всю жизнь столько не ходила на своих каблуках. И такой финиш.
в гору. Просто люди в кроссовках, в ботинках. Хайкинг. Хайкинг. А у меня это... Попрыгайте. Хайкинг. Ой, боже мой, мне так тебя жаль. Просто Ой, блин, я не могу. Ты куда-то летишь, Надежда? Мне кажется, с зонтиком небольшие проблемы. Ты воду дождевую собираешь, я поняла. Она просто пить хочет, воды нет. Видите, какой выход из ситуации. Ну, блин, уже, знаешь, как бы назад возвращаться глупо. Да, но я не понимаю, как я буду назад возвращаться. Я буду просто скользить на лыжах. Есть вариант, я могу дать тебе пинка. И ты Колбаской помалу спас. сможешь. Ты сильная. Что делать? Ты птица-воин. Поправь. У тебя как будто бы шарф из волос. Расчешить. Не поможешь в этой жизни. Приключения гламурной киски в горах. В горах. А я не помню этой дорожки. Мне кажется, что мы не шли сюда, Надя. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Короче, друзья, мы приехали с Утреты. Не доехали до места назначения. А мы должны были после этого... Мы с Этреты приехали на поезде в Париж, откуда мы типа должны ехать в аэропорт Шарль-де-Голь, чтобы прилететь в аэропорт Шопена, в Варшаву и разъехаться по домам. Но Но мы остаемся в Париже. Она хотела уйти и сказала: нет, ты будешь со мной. Нет, на самом деле она с утра просто посмотрела: так не хочу с тобой прощаться, я так к тебе привыкла. Я так бы хотела с тобой еще побыть в Париже. Короче, она мне уговорила, мы остались еще на день. я тебя не уговаривала. Так случилось. Так Да, карты ты меня не сложились. уговаривала, ты меня умоляла. Короче, друзья, куда? мы продлеваем наше путешествие еще на один полноценный день. Мне еще кусочек И сегодняшнего. кусочек сегодня, да. Да, поэтому сегодня будет кусочек тартара, кусочек апероля. И немножечко Зары, потому что нам не хватило вещей, нужно чуть-чуть обновиться. Поэтому сейчас мы держим путь в Зарочку. Нашу любимую святую Зару. Да, сейчас вот так пойдем, купим себе новую жизнь и пойдем покорять этот город. Бомжур, друзья. День, Бомжур, а кого не бомжур? день, я уже сбилась счету какой. День классный, вот какой. Тут счет Да. идет не цифрами, тут уже счет пошел качеством. Качеством, а не количеством. Главные покупки в Заре вчера были сделаны. Наконец-то Теперь мы не прыгаем как стрекозы. Теперь мы просто будем сегодня бегать такой кросс по Парижу. Ну, Последний день в кедах. последний день в кедах, наконец-то. А у меня знаете, какие кеды? Если бы я была Надя, я бы сказала: я вам оставлю артикул. Но я вам не оставлю артикул, потому что бирку я выкинула. А кеды просто. Я удобней обуви в своей жизни не носила. Никакие диоры, шмиоры, вот эти говнодавы, которые ноги убивают, даже не сравнятся с вот этими кедами из Зары, которые просто, такое чувство, они Знаешь, сделаны из... Знаешь, как показывает практика, у меня уже были лоферы из Зары. Ты помнишь, что с ними случилось? Нет, я чувствую, Они это разлезлись, они превратились в крокодилов в первый же день. Я надеюсь, Это- с твоими кедами такого не случится, ну, Не с моими знаю, тоже. Но это так удобно, что капец. Поэтому обувь решает, удобная обувь решает. Повыделывались, покрасовались, а теперь удобство. Из вот этих кедах я сегодня готова покорить весь город, объездить все районы, пробежать марафон. Чем мы и займемся сегодня.
Тебе Надя отказалась, а я согласилась. Короче, на завтрак у нас сегодня будет клубника, я так понимаю. Клубнику, И малину. малину. Мы так замерзли, но нашли очень классный вариант. Тут, короче, ребята, есть такой люк. Какая-то помойка, а из нее дует теплым ветерочком. Мы Мы просто стоим встали и греемся. И греемся ночью. Странно, что бомжи не спят на этих штуках. Это Я вообще думаю, их бомба. гоняют. Я Это думаю, как пол они... с подогревом, такой не сильно дует, так легко, так Ага. щекотит. Но я думаю, они тут спят, но их гоняют. Ладно. Всё. Я сама тут готова приземлиться, мы купили клубничку, круассанчики, готова тут присесть и покушать это все. Я реально согрелась. Утром ты уже с бутылками фоткалась. Что тебе стоит сесть клубнику есть? Да, я такая. Так, Анжелика Батьковна увидела рилс в интернете, где девочка показывала, что в одном магазине деликатесов есть очень вкусное сливочное масло, и не просто сливочное масло, а там с какими-то вкусами, там со вкусом лука, с паприкой, с солью. Очень сильно рекомендовала. А так как у нас Анжелика любитель сливочного масла, знаете, так на хлебушек намазать, то мы проделали путь в 4,5 километра, чтобы найти это масло. Надеюсь, мы все-таки его найдем. А тут магазин просто со сплошными деликатесами различными. Тут можно гулять и потеряться. Расскажи своим девчонкам, что ты тут тестишь. Консилер. Новинка у Шарлотты Тилбери. Блюр какой-то. Но мне еще сложно сказать, я один глаз намазала. Без микрофона звук будешь улучшать. Видно вообще разницу какую-то или ничего не видно? Видно, оно подчеркнуло тебе морщины, какие-то. Ну, не морщины, извини, у тебя нет морщин. Оно просто какое-то некрасиво мне лег, мне не нравится. Он лучше какая-то лугенькая бибишечка, личико просто увлажненное и все. А вот это вот, оно какое-то... Оно, во-первых, очень светлое. Ты еще начнешь туда сверху чем-то маскировать и наложишь туда кучу продукта. Вообще мне просто глаза нельзя переключать это все. Мне не нравится, но я не эксперт. Ну что, последний вечер в Париже. Мы приземлились в типичном французском бистро. Испанскими нотками. Да, кстати. Но улитки здесь... А, кстати, ChatGPT написал, что тут улитки в меню, но я не увидела улиток. Были? Хорошо, ладно. Мы приземлились в французском, хотела сказать, метро. До метро мы не дошли. Бистро. Сейчас мы поужинаем, выпьем аперольчик. Я сейчас сели внутри, потому что уже прохладненько, поэтому похер
Хотя вид у нас красивый. Молодые люди, все курят, пьют, веселятся. А мы, как две улитки, залезли, блин, в самый дальний угол. Но столики узкие. Тут нельзя много кушать. Это специально продумано. Тебя задвинули этим столом, все. Да, короче. Что делать людям с лишним весом, с пузиком? Дома сидеть и не жрать. Это, кстати, хорошее дело.